Приветствую вас, дорогие друзья! Мы в прямом эфире. Сегодняшний эфир посвящен привороту. Мы будем обсуждать именно этот обряд, как он делается, зачем, какой результат. Ну и, собственно, поговорим о привороте. И в каких случаях имеет смысл делать его или не имеет? Какие бывают привороты? С помощью какой магии делаются привороты? Чем они отличаются? Ну и поговорим о разных случаях. И вообще, есть ли смысл? Многие спрашивают, есть ли последствия, нет последствий после того, как вы сделаете приворот. Все эти вопросы мы сегодня обсудим. Я вам постараюсь максимально честно ответить на все ваши вопросы. Опять же, добрый день. Извиняюсь за задержку в эфире. Мы чуть опоздали. Вот. Ждем ваших вопросов. Да, но пока вы готовитесь с мыслями, собираетесь, мы поговорим о том, что приворот, в данном случае мы рассматриваем приворот Вуду, он выполняется через куклу Вуду. То есть делается кукла, используется фамилия, имя, отчество человека, на которого делается и который заказывает данную работу для себя, число, месяц, год рождения этого человека и второго, и фотографии. Фотографии используются по наличию. Бывают случаи, когда фотографий нет. Тогда используются только те данные, которые были вначале озвучены. Вот. Далее. Нужно определиться, что именно человек хочет получить в результате этой работы, для чего она выполняется, и, в принципе, понимает ли человек о последствиях, которые его ждут в процессе выполнения этой работы и далее. То есть работа выполняется только в случае человек, в данном случае Георгий выполняет работу только в случае, когда он уверен, что человек дает себе отчет в том, что он делает. Это во-первых. Ну и во-вторых, его личным принципам данная работа не противоречит. Вот. В основном, то есть, когда ко мне обращается человек с приворотом, я прежде всего узнаю, что за ситуация, узнаю, насколько долго люди были вместе, почему разошлись, были ли у них сексуальные отношения. Это очень важно, так как если нет сексуальных отношений, приворот делать как таковой бессмысленно. Делается не приворот в данном случае, а делается привязка на знакомство, на общение, но не более того. Так как приворот, когда нет сексуальных отношений, в принципе не подействует. Он завязан на сексе. Вот. Что еще могу сказать? Привороты бывают разные, в том числе и в магии Вуду. Есть разные направления магии Вуду, то есть все зависит от той или иной ситуации. Что, как, почему, зачем. В самых крайних случаях приворот делается на кладбище, опять же, с помощью куклы Вуду. Некоторые, я вот просто не знаю, какие-то обряды у нас записаны, как мы на кладбище проводим те или иные ритуалы. Ссылка будет внизу. Значит, это какого? Сегодня мы поговорим прежде всего, зачем делать приворот. То есть, нужно это человеку или нет. Перед тем, как вы решаете сделать приворот, вы должны понимать, зачем вы его делаете. Если вы его делаете для того, чтобы отомстить человеку, или просто получить на какое-то время, то ни в коем случае не стоит делать приворот. Проще сделать какую-то сексуальную привязочку на время или что-то в этом роде. А лучше не пользоваться услугами магии, ну и как-то пережить эту ситуацию. Большинство приворотов, которые делаю, во-первых, все привороты магии Вуду, они делаются на всю жизнь. Один раз и навсегда. То есть, если приворот получился, человек привязан к этому человеку на всю жизнь. И вы отвечаете, то есть пройдет 10, 15 лет, вы разлюбите или вы поймете, что это была ошибка. Человек, которого вы приворожили,
уже никуда не денется, вы не сможете от него избавиться, он вас будет любить всегда. Поэтому вы отвечаете за того, кого вы приворожили. Поэтому 10 раз подумайте, стоит это делать или нет. На моей памяти много раз было, что проходило 5, 7, 10 лет, и люди понимали, что они совершили ошибку. И обратного пути нет. То есть, снять приворот невозможно. Человек уже любит, а второй человек понимает, что ему это не нужно было, что это было какое-то мимолетное увлечение, или он разочаровался, разлюбил человека. А уже деваться некуда, то есть бывали такие случаи, когда люди говорили, что я не могу с этим человеком жить. Вот. Но вот по факту они портили себе жизнь. То есть снять приворот, очень маленький процент вероятности, что он снимется, то есть убрать настоящие чувства, которые ты вселил в человека, почти невозможно. И приходится дальше мучиться. То есть если вы бросаете этого человека, которого приворожили, вы за это отвечаете. Человек может повеситься, жизнь самоубийством покончить после того, как вы его бросите. Более того, это будет на вашей совести. Дух человека, который помер от того, что вы приворожили и вы его бросили, будет вас преследовать, и у вас могут быть проблемы. Поэтому я вам не советую делать того, что вы не знаете, нужно оно вам или нет. Или из-за того, что вы хотите отомстить человеку. Или получить какое-то моментальное удовлетворение от той или иной ситуации. Вот. В большинстве случаев я предлагаю сделать приворот вуду. Приворот вуду через куклу вуду. То есть изготавливается вот такая вот кукла. Вот я вам всем сейчас покажу. Это из рабочки я вытащил сейчас, где я работаю. Вот это кукла вуду женщины. Вот это кукла вуду мужчины. Наверное, вы уже догадались. Эти у нее есть член, так называемый. Не знаю, можно это говорить в прямом эфире или нет. Вот так выглядит куклы вуду настоящие. Значит, куклы вуду, опять же, бывают разные. Они бывают 3 видов. Они, во всех этих видах, то есть бывает кукла вуду, сделанная из глины. Значит, она изготавливается, внутрь вставляется дерево, всякие ингредиенты, скажем так, для работы. И все это запекается, она превращается в вот такую вот примерно куклу. 3-й вариант, она делается из мешковины. Я так пример взял, ребята пытались мне показать, скажем так, пытались сделать куклу, привезли мне, я посмеялся. Вот, хотя, в принципе, делают вот такие вот куклы, да, их делают из мешковины. То есть вот здесь, видите, неправильно, она сделана не из мешковины, она делается из мешковины. Вот. Внутрь запихивается, опять же, железное дерево, много-много составляющих, плюс солома, и зашивается со всех сторон. То есть внутри это не просто кукла обычно, которая вот просто сделана, просто игрушка, да, от нее результата никакого не будет. Внутри очень много составляющих, и потом это сшивается. Куклы вуду делаются по-разному, но несут они примерно одно и то же. То есть внутри и этой должно быть куклы, и этой железное дерево, и много других составляющих. В кукле, опять же, если человек ко мне приходит на прием, я беру кровь у этого человека. В этой кукле есть кровь человека, да? Значит, естественно, та кукла, когда человек приезжает ко мне, то есть, естественно, здесь в этой кукле есть кровь, да? Она быстрее будет, естественно, чем больше данных, тем больше человеческим, тем быстрее кукла будет действовать, да? Но опять же дистанционно, когда нет возможности ко мне приехать,
я делаю также дистанционно куклу, в ней фотографии, пепел, много разных материалов. Вот. То есть, естественно, чем больше данных, материалов, тем быстрее и проще сделать работу. Но опять же, я это делаю и без без материала, без крови и без чего-либо такого. Ну, тут вопрос задает Денис, спрашивает про ситуацию. Очень нравится одна дама, но она никак не идет на контакт, то есть мы общаемся, но дальше ничего не идет. До секса не доходит. Приворот в этом случае нельзя делать? Вопрос спрашиваю. Так, здравствуйте. Я только что сказал. Да. Значит, в данном случае приворота, естественно, не стоит делать, потому что, в принципе, у вас не было никаких сексуальных отношений. Ну, можно сделать только что привязку, чтобы она шла на какой-то контакт, а приворот делать нельзя. То есть делается специальная привязка, чтобы человек интересовался тем или иным человеком. Откуда вы берете материал, спрашивает Ксения. Дерево мне привозят из Африки и отправляют курьерской доставкой. Все остальное, опять же, ром, еще что-то, и многие другие материалы, мне все привозят из Африки, с Кубы, из разных стран мне отправляют друзья. Все доставкой доставляется мне. Вот. Значит, очень часто женщины обращаются ко мне с таким видом, да, говорят, что вот я увидела мужчину, у нас один раз был сексуальный контакт, ну, как бы, и все, на этом все затихло. Вот. Значит, это как его... Можно ли его приворожить? Да, если был один раз сексуальный контакт, приворожить мужчину можно. Только, ну, вы представьте на секундочку, вы привораживаете человека, которого, в принципе, не знаете. Не знаете ни внутренне, ни внешне. То есть у вас есть только какой-то образ, не более того. Ведь человек себя проявляет там через полгода отношений, да, то есть вы его толком не знаете. То, что вы сейчас его приворожите, вы будете потом отвечать всю свою жизнь за свой поступок. Поэтому в данном случае нужно делать не приворот, а привязку временную, которая делается на год, 2, 3, там есть разные привязки. В данном случае не советую делать приворот. Советую сделать привязку, чтобы попробовать, если не понравится, ну, как бы и на этом разойтись. В большинстве случаев для начала отношений этого достаточно. Привязка, это вот дает импульс отношениям, импульс интересу к другому человеку. Какой сейчас вопрос? Вопрос был только от Ксении, откуда берете материал. Так, хорошо. Давайте еще обсудим такой момент. Многие женщины обращаются ко мне, но они живут с мужчиной, и они обращаются... То есть у них более-менее хорошо, но мужчина гуляет, да. В данном случае я не советую делать приворот, да, если мужчина с вами, если у вас, в принципе, более-менее нормальные отношения, но он просто погуливает. В данном случае я советую делать узду. Вот. Узда делается так, чтобы он не мог ни с кем иметь сексуальных отношений, чтобы он не мог спать с другими мужчинами. Также и мужчинам, да, если вы подозреваете или боитесь, что ваша женщина будет иметь секс с другим мужчиной, вам проще сделать узду, а не приворот. Узда поможет, то есть узда действует так, что у мужчины не будет стоять просто на других женщин. У женщин просто-напросто они не смогут заниматься сексом с другими мужчинами. Вот. Многие у меня часто после эфира спрашивали, занимаюсь ли я людьми с нетрадиционной ориентацией.
гомосексуалистами, лесбиянками, я неправильно, не знаю, как правильно это сказать. Да, конечно, я больше 10 лет занимаюсь этими людьми, помогаю им. Это достаточно специфическая работа, потому что, потому что немножко другие отношения, немножко другие понятия, но эти люди также любят, я также им помогаю. Но в данном случае, когда я помогаю людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, действует только очень сильная магия. То есть самые сильные привороты вуду в данной ситуации делаются. Так как у людей с нетрадиционной ориентацией очень часто идет, я не знаю почему, смена партнеров. Вот. И для этого, пар, которые устоялись и живут долго, очень-очень мало. Поэтому делается самая по опыту, самая сильная магия. Вот. Ну, скорее всего, так как у человека в голове происходят различные нестандартные идеи и вообще процессы, когда человек пытается найти то, к кому он там вообще привязан и так далее. То есть, всегда проще, когда мужчина и женщина. Когда две женщины, два мужчины, там, то психически различные там бывают сложности взаимодействия. И, вероятно, из-за этого они и долго ищут, на ком остановиться, и не могут определиться. Поэтому у них и происходит как минимум одного из пары там, да. А можно одновременно приложить нескольких мужчин. Значит, скажу так, опять же, наверное, вы говорите не о привороте. Приворот одновременно нескольких мужчин возможен. Но что вы с этими мужчинами будете делать? Ведь это приворот, когда человек очень сильно любит, когда он растворяется в другом человеке, пытается просто жить ради него. Как вы будете жить сразу с двумя мужчинами? Я себе это мало представляю. Кончится это очень плохо. Конечно, можно сделать почти все, что угодно. Только в данном случае если у вас нету понятия, кого вы любите, как вы любите, нужно ли вам это, то в данном случае не приворот делается, а просто либо сексуальная, либо обыкновенная привязка. Сексуальная привязка – это когда мужчине или женщине хочется только сексуальных отношений. То есть вам нравится партнер, вам нужны сексуальные отношения, но вы не хотите ничего серьезного. Делается сексуальная привязка. Вам нравится человек, вы хотите какой-то импульс дать отношениям, делается обыкновенная привязка. Подскажите, у меня всегда, задает Денис, подскажите, у меня всегда какие-то проблемы с родственниками женщин. Можно ли как-то улучшить отношения с ними? Можно сделать какие-то легкие приворот на родителей женщины, чтобы они меня любили? Это не приворот, делается, есть такой заговор на симпатию родственников. На каждого родственника делается отдельно. Есть такой заговор, он делается через специальную маленькую куклу, и вы просто очень нравитесь тому или иному родственнику. Да, конечно, такой заговор есть, он делается, это достаточно легкая работа, это не приворот, конечно, считается, но он делается. Значит, многие тут меня спрашивали, можно ли решить финансовые вопросы с помощью приворота, то бишь приворожить мужчину или женщину и пользоваться финансами. Конечно же, человек, когда... Это на вашей совести, прежде всего. Конечно же, человеком можно пользоваться после того, как вы получите его. Но что вы от этого получите? Вопрос. Значит, это какого? Поэтому я не советую делать что-то из корыстных целей. Я советую, из корыстных целей можно что-то другое сделать на время, но не приворот. Приворот делается на всю жизнь, и вы должны будете отвечать за этого человека, за эту жизнь. Вы можете испортить себе и этому человеку жизнь. Для каждой работы, для каждой ситуации есть какой-то выход, но не обязательно в той или иной ситуации пользоваться приворотом. Еще раз повторяю, приворот делается навсегда.
И, ну, как бы обратного пути не будет. Снять эту работу почти нереально. Поэтому я вам советую 250 раз подумать, нужно оно вам, насколько это нужно. Перед тем, как вы решите ко мне обратиться. Дальше, вот у меня поступали вопросы. Значит, если человек находится в другой стране или в другом городе, можно ли его приворожить? Да, можно его приворожить. Просто так как вот у человека появился порыв сильный, да, и он в этом же городе, он может встретиться. Когда он в другом городе, вы в разных городах, это сложнее работает, то есть дольше будет результат, потому что человек не может тут же к вам приехать. Примерно так. Какие еще у вас вопросы, Александр? Алексей? Ну, зрители у нас пока вопрос не задают, поэтому... Как ты думаешь, поговорим. что будет еще интересное зрителям? Ну, как, часто зрители спрашивают, что, ну, и клиенты, кукла, как с ней обращаться? Ну, сделан приворот, допустим. Может ли увидеть человек, что сделана работа на него? На этот вопрос мы, в принципе, отвечали в прошлом эфире. Также спрашивают, допустим, если сделать приворот через куклу, то какие дальнейшие действия с этой куклой? То есть каким образом она работает, что требуется от человека, нужно ему что-то делать, не нужно ему что-то Значит, делать. когда, опять же, есть разные ситуации, в разных ситуациях делается разная работа. Значит, в большинстве случаев, когда делается работа, я отправляю куклу, человек должен разговаривать с этой куклой. Дальше, опять же, это не очень важно, да, но человек мне каждую неделю, полторы сообщает о том, что происходит. И я подсказываю тот или иной ход событий, что лучше сделать. Это не обязательно, но это поможет вам быстрее закончить ту или иную ситуацию, быстрее получить результат. Большинство людей, процентов 50, не слушают, делают по-своему. Ну, это просто затягивает результат, скажем так, получение результата. Многие меня спрашивают, как себя человек чувствует, что он чувствует после того, как у него сделали приворот. Становится ли он зомби, становится ли он неадекватным, начинает ли он бухать, становится ли он сумасшедшим или еще каким-то. Значит, скажу вам проще. Значит, ну, все это домыслы. Если ты привораживаешь своего любимого человека, своего мужа, человека, с которым ты живешь, где нет треугольника там какого-то, сильного, скажем так, да, то есть, то человек будет совершенно адекватным и нормальным. Он будет любить очень сильно, ценить вас, ну и души вас не чаять. Никаких побочных действий не будет. Если вы привораживаете, например, у вас жена нашла любовника, с любовником встречается, вы говорите, я хочу вернуть жену. Ну, естественно, я делаю приворот. Никаких последствий на вас не будет. И никаких последствий на нее не будет. Она будет сильно очень любить вас. Вот и все, в принципе. И большие последствия могут быть только в одном единственном случае. Если вы бросаете человека, вы отвечаете перед духом, и прежде всего человек настолько сильно будет любить вас, что он может жизнь самоубийством покончить. Много что происходило, то есть у меня были в моей практике истории, когда люди бросали человека, не звонили мне, не писали ничего, просто брали и бросали. Жили год после приворота, 2. Был у меня случай, когда девушка выпрыгнула в окно с 9-го этажа насмерть. Был случай, когда мужчина себе порезал вены, когда его бросило.
любимая девушка, привороженный мужчина. Вот. Вы бросаете человека, которого приворожили, за которого, в принципе, вы, сделав приворот, вы подписались, что все, я готов, этот человек со мной до конца жизни. Естественно, этого нельзя делать. Если вы уже сделали, то вам нужно отвечать за то, что вы сделали. Вот тут у меня... Здравствуйте, мастер. Да, здравствуйте. Карамелька Лайт. Я вас слушаю. Какой у вас вопрос? Ну, просто поздоровался. Значит, это какого? Дальше. Но многие... Да, приветствуем. Многие меня спрашивают, это какого... Зачем... Зачем, в принципе, это какого... Зачем, в принципе, ну, как бы, я спрашиваю, вы спрашиваете про ситуацию, вы спрашиваете, стоит, не стоит, вы спрашиваете полностью все подробности. Люди не понимают, они думают, что они мне прислали фотографии, все, я сказал, сколько денег, и они мне заплатили, я начал работать. Нет, я выбираю своих клиентов, я не всегда работаю, я смотрю морально, могу я это сделать, хочу я это делать или нет. Пока я хочу узнать что-то новое, интересное. Спасибо за ваш труд. Денис вот спрашивает. То, что после приворота рядом будет дух, это как-то влияет на загробную жизнь? Загробная жизнь же существует? Да, загробная жизнь существует. Это никак не влияет. Мне очень сложно будет вам объяснить в одной передаче. Я попытаюсь полностью от начала до конца рассказать, как это работает, за счет чего это работает и почему. Но это целый отдельный пласт, про который я расскажу, Ну, и попытаюсь тема показать. отдельного видео. Да, и которое попытаюсь показать. У нас есть некоторые видео, которые мы снимали на кладбище, в том числе, где мы зафиксировали некоторые интересные вещи, которые будут вам интересны. Когда мы смонтируем, мы все это вам покажем обязательно. Задавайте вопросы, какие еще есть вопросы. Значит, многие еще мне очень частая ситуация, когда человек в 30-40, мужчина или женщина, мужчину, например, бросает жена, уходит к другому мужчине. Вот. Или наоборот. Женщину бросает муж. Ну, это основные контингент людей, которые с 30 до 40 лет, когда вот, происходит так называемый кризис среднего возраста у мужчин, у женщин, они понимают, что они не той жизнью прожили, какой они хотели, или не того человека выбрали, или они с ним не хотят жить. И тем самым они рушат свои семьи, свои отношения. Вот. Это вот, основной пласт, да. И в данном случае я советую сейчас, секундочку, извините, мы сейчас уберем. Поговори пока минуту. Ну, сейчас можно еще поговорить о том, что делается с куклой. То есть, напомню, вот так выглядит кукла Вуду. Вот. Что делает человек с данной куклой после того, как ее получает курьером? После выполнения работы эта кукла отправляется курьером человеку, который данную работу заказал, и от него потребуется общаться с данной куклой. Кукла... Извините, минуточку буквально. Георгий сейчас отойдет поговорить. Мы пока обсудим, что с этой куклой нужно будет делать. Да. С куклой происходит общение от получаса до часа в течение каждого дня. Да, желательно, чтобы человек, вы помните, где вход? с которым происходит общение через эту куклу,
в данный момент спал. Да, ага. То есть это Понял. делается в ночное Сейчас, секундочку, время ага. суток. В ночное время суток, когда человек спит. Сколько происходит... Сколько происходит разговор. Вот. Разговор необходим для того, чтобы человек думал о вас. То есть Сейчас я подойду, извините, пожалуйста. через куклу происходит общение, он думает о вас, он начинает постоянно задумываться о том, что у вас происходит, он скучает. Также он получает какую-то информацию, которую вы ему сообщаете через это общение о том, что в вашей жизни происходит. То есть вы рассказываете о своей жизни, о том, что происходит, о том, что вы занимались, допустим, в спортзале, что у вас хорошее настроение, плохое настроение, как вы провели день и так далее. То есть такая информация, она как обычная информация, которую вы делитесь со своим близким человеком, она передается через ту же самую куклу человеку во время сна. Он постоянно продолжает думать о вас. Далее, когда наступает результат, и человек становится вашим, то есть вы возобновляете или восстанавливаете там свои отношения вместе, живете, ведете половую жизнь также с этим человеком, то есть у вас все нормализуется. Данную куклу будет необходимо держать в том городе, где вы проживаете с человеком. Не обязательно держать ее дома, ее можно держать в банковской ячейке, можно ее держать в каком-то сейфе, на даче, можно держать ее в области, там, к примеру, если у вас есть какое-то место, в которое не может попасть другой человек извне, который не имеет отношения к вашей семье, имеет отношение, неважно. Самое главное, чтобы эта информация была конфиденциальной. То есть данная кукла прячется, и она находится, получается, таким образом, она находится, главное, в пределах 100 километров в радиусе, где-то вот так. То есть в городе или в области ближайшей, с тем городом, в котором вы проживаете с этим человеком. Вольт. Вольт – это русское, скажем так, название. То есть, в принципе, в религии Вуду используется вуду-долл, кукла Вуду. Вольт – это больше такое попсовое название, и по большей части, ну, где-то 90% его используют просто различные шарлатаны и так далее. Потому что звучит так как-то по-другому. Вот и все. Алексей, правильно я понял, что если мне снится часто один и тот же человек, то это явный признак того, что на меня сделали приворот. Есть какие-то еще признаки? Явно, что сделали приворот, так сказать, нельзя. То есть, если вам снится какой-то человек, значит, вы испытываете к нему какие-то чувства. Либо начинаете испытывать, либо у вас на данный момент формируется какое-то отношение к этому человеку. Оно может быть как позитивное, так и негативное. То есть в ваших снах может происходить различные манипуляции, различные события с этим человеком. Вы можете общаться с ним, вы можете с ним проводить время и так далее. То есть абсолютно разные могут происходить ситуации в ваших снах. Если он вам постоянно снится, это говорит о том, что мозг на подсознании о нем думает. О нем думает, то есть вы думаете, возможно, и в реальной жизни, и когда спите, вы думаете об этом человеке. Но это не говорит о том, что это обязательно какое-то магическое воздействие на вас. Так что здесь нельзя так сказать,
что на вас какое-то воздействие производится, и поэтому он вам снится. Возможно, вы просто о нем думаете. Это все. Вот. Георгий подошел, сейчас как раз еще и добавит от себя тоже на эту тему ответ. Так, здравствуйте. Так, Вольт. Что Вольт? Ну, это когда куклу показывают. Да, здравствуйте. Прошу прощения, что пришлось отойти. Человек звонил, ну, как бы не знал, что у нас эфир. И пришлось срочно выбегать на улицу. Значит, правильно я понял, что... Алексей, правильно я понял, что если снится часто один и тот же человек, то это явный признак того, что на меня сделали приворот. Есть какие-то еще признаки? Значит, да, это один из возможных вариантов. Если человек часто снится, ну, возможно, на вас сделали приворот. Значит, сразу вам скажу, что людей, которые действительно могут сделать честно приворот, очень мало, которые работают от начала до конца. То есть взяли один раз деньги, и что бы там ни происходило, больше не берут денег и работают до результата. Поэтому, ну, то есть, ну, взять, если из всего информационного мусора, который есть в интернете, и из того бреда и ерунды, которая написана в интернете, то там процент, наверное, 2% это люди, но люди, которые реально могут что-то сделать. Поэтому процент быть привороженным не такой уж и большой у вас. Такие случаи у меня случаются, что люди приходят ко мне привороженные, но обычно люди, которые приворожены, они сами не обращаются, потому что, чтобы проверить, потому что они очень сильно любят. Они не думают о том, чтобы приворожены они, не приворожены. Они думают совершенно о другом. Они думают о любви, о том, как быть с человеком, что сделать ради человека. Что сделать ради человека? Как сделать так, чтобы быть любимым и сделать все, что... Как сделать так, чтобы быть любимым, и как сделать так, чтобы человек был хорошо. Поэтому они в основном, в редких случаях, только если их наталкивают так или иначе родственники, или те или иные ситуации, когда человеком реально пользуются, и он уже там через много лет начинает понимать, что что-то тут не то. Меня, грубо говоря, мной пользуются в хвост и гриву, да, а в ответ ничего не отдают. Тогда люди начинают задаваться вопросом, а может быть это приворот, а может быть на меня что-то сделали. Но в основном такие, это не часто, что люди понимают, что они приворожены. И обычно этим вопросом задаются родственники, а не человек, который приворожен. То есть обычно родственники пытаются узнать, видя непонятное поведение любимого человека, своего сына, брата, сестры, папы, видишь какие-то неадекватные вещи, которые происходят, они приходят ко мне и задаются вопросом. Привороты бывают разные. Бывают привороты, сделаны с помощью языческой черной магии. Они сильные, но самые сильные это с помощью магии вуду. Вот. Привороты делаются с помощью белой магии, но это, ну, в реалии приворот это делание то, что против воли человека, то, что он сейчас не желает. То есть белого приворота как такового не бывает. Хотя все там пишут, что есть такой белый приворот. Нет, это есть там более слабое направление, скажем так, той же сантерии или черной магии. Это все равно не белая магия. Да? Такой белой магии в теме, когда ты что-то заставляешь делать против воли человека, такого не бывает, как таковое. Вот. Ко мне бывают, обращаются люди, то есть черный приворот, сделанный с помощью черной магии,
его, в принципе, возможность еще есть снять. Приворот, сделанный с помощью магии Вуду, почти невозможно снять. Даже сам мастер навряд ли это сможет сделать. То есть, чтобы снять воздействие, надо высосать, грубо говоря, духа, надо убрать с подсознания очень много всего. То есть это обычно делают консенсус из 5 магов. Ну, и то не из 5 магов Вуду. И то навряд ли... Ну, то есть 50 на 50 это что это получится. Собрать 5 магов очень сильных Вуду в одном месте почти нереально. Поэтому снять черный приворот Вуду почти невозможно. Вот. Именно с помощью черной языческой магии приворот снять можно. Какие еще есть вопросы? Нет там вопросов. Так, значит, еще, значит, многие задаются вопросом, вот, как вот вы мне сделаете куклу, да, что я дальше с ней буду делать, как долго мне с ней разговаривать, какой я результат в результате получу, ну, как себя будет чувствовать человек, будет ли он меня любить после этого, или он будет зомбированный. Нет, он зомбирован не будет. Приворот, прежде всего, это внушение чувства любви. По факту, с помощью духа ему постоянно снятся разговоры, секс с вами, любовные какие-то сцены. На подсознании у него постоянно крутится, что он должен быть с вами. И человек просто очень, очень сильно влюбляется. Он очень сильно любит, то есть это обыкновенные человеческие чувства, просто сильная любовь. И она постоянная, не такая, что год, два, три, она всегда есть. Человек не сходит с ума, он может сойти с ума только если привороженного человека бросить. Вот. Опять же, многие меня спрашивали, почему нельзя приворожить за один день сделать приворот, и на следующий день человек придет. Ну, это, в принципе, по сути, нереально. Такого не бывает. Сама работа делается от 7 до 14 дней по-разному. Если мы берем магию Вуду, вот мы сделали 14 дней, дальше человек получает куклу, еще проходит примерно 2-3 недели. То есть это, за один щелчок это не делается, да. То есть люди, которые обратились месяц назад, они только начинают потихоньку получать результат. Вот так это делается в реалии, по-настоящему. В черной магии это еще дольше. Если мы делаем обряд с помощью черной магии, то это черной языческой магии, потому что черная магия есть разная. Вот, то примерно результат после работы в течение, в общем, работа и результат примерно 2 месяца, 2-3 месяца занимает. Тот, кто обещает сделать результат за 1 день, за 3 дня, за 4, это нереально, это лишь бы получить деньги, да. Я прекрасно понимаю, как она делается, работа, что в нее входит, да. То есть в идеале, чтобы сделать приворот, конечно же, лучше хотя бы иметь кровь хотя бы одного человека, да, хотя бы либо заказчика, либо и заказчика, и того человека, которого мы хотим приворожить. Но, к сожалению, это бывает крайне редко, да. То есть в лучшем случае я получаю кровь заказчика. Вот. Какие еще вопросы? Новых вопросов пока там не возникало. Человек спрашивает также, когда вот он получил результат, может ли он дальше воздействовать на человека через куклу Вуду? Он получил результат, у него есть кукла, она хранится там. Да, он может
сделать, грубо говоря, промять тот или иной вопрос, то есть начав разговаривать про то или иное, что ему важно, он может получить, убедить человека в том, что ему нужно. Скажем так, получить от него то, что ему нужно. Так, да, можно так сделать. Без проблем в течение всей жизни кукла с заказчиком, и при желании он может какие-то вещи, конечно, не трэш какой-то, но какие-то вещи прогнуть с помощью куклы. То есть воздействовать на решение. Да, воздействие. иметь Дополнительные баллы при озвучивании какого-нибудь решения, поддержать себя дополнительным голосом. Вот, дальше, значит, у меня часто задают вопросы. Часто очень люди приходят, мужчина, например, влюбляется в женщину, у женщины ребенок и муж, да, у них уже 2-3 года отношений, мужчина уже любит эту женщину, он готов принять ее с ребенком, женщина ни туда, ни сюда, это, к примеру, ни туда, ни сюда не идет, да, и вот он спрашивает, имею я право сделать, и, нормально, если я действительно люблю, готов принять детей. Да, такую ситуацию так можно делать. Конечно, это не очень хорошо отнимать, разбивать чью-либо семью, да, но если вы уверены полностью в вашем решении, вы уверены в том, что вы любите и готовы содержать этого человека, жить с этим человеком, так можно сделать. Опять же, смотря всю ситуацию, да, понимая. Также и наоборот. Женщины часто обращаются после 5-7 лет отношений. У них они встречают мужчину, у которого дети, жена. Они живут там 5-7 лет с этим мужчиной параллельно и хотят закончить этот треугольник. Можно ли так делать? Можно так делать. Но опять же, должна быть уверенность. Уверенность в том, что то, что вы делаете, нужно вам не единовременно, не на какой-то промежуток, а что вы готовы с этим жить. Вот и все. Часто приходят ко мне женщины, которые там 30-35 лет, они еще не женаты, они не понимают, что не так, почему, вроде они красивые, вроде все хорошо, но никто, скажем так, руку и сердце не предлагает. Они пытаются первого встречного мужчину, с которым побыли неделю-две, приворожить. Конечно же, это можно после сексуальных отношений приворожить это. Но поверьте, у меня опыт почти 20 лет, это ничем хорошим не заканчивается. Потому что вы еще человека не знаете. И также через 5-7 лет, а может через 2-3 года придете ко мне и скажете, что я натворила. А это часто происходит, очень часто ко мне люди звонят и говорят, я неправильно поступила, я приворожила, живу сейчас с мужчиной, поняла, что я его не люблю, что это была мимолетная искра, а сейчас что мне делать? Что делать? Жить с этим? Поэтому подумайте прежде всего. Есть куча разной другой работы для того, чтобы привлечь мужчину, кроме приворота, привлечь мужчину, задержать мужчину. Например, чтобы не быть в треугольнике, да, можно сделать отворот от жены. Отворот от жены или отворот от любовницы. Можно сделать узду, можно сделать привязку. Очень много есть вариаций, чтобы разрешить вопрос тот или иной жизненный без приворота. Приворот – это крайний случай, когда вы на 100% уверены, что вы любите этого человека, что вы готовы с ним жить и готовы отвечать. И через 5-10 лет вы не скажете, что я ошибся, и мне это не нужно было. Это серьезное решение, поэтому обязательно подумайте, что вы делаете. Многие ситуации жизненные, еще раз повторяю, можно решить по-другому. Если вы в треугольнике, в данном случае смотрится ситуация, делается отворот в одной из сторон, от жены или любовницы, или узда, или привязка. Есть
сильные сексуальные привязки, когда мужчина или женщина очень хочет секса с мужчиной или с женщиной с определенным. То есть очень много разных работ. Вот. Поэтому вот мой вам совет. Прежде всего, посоветуйтесь, подумайте, что, как. Возьмите совет у меня, я вам подскажу, что, чего, как лучше сделать. Приворот – это самый крайний метод, который можно сделать. Потому что за приворотом дальше следует жизнь. А эту жизнь надо прожить с человеком. Все. Поэтому 10 раз подумайте перед тем, как сделать то или иное действие. Вот. Многие спрашивают. Вот, например, смотрите. Вот это, вот так вот. Вот это. Видите, да? Вот это, например, вот в данном случае делался отворот. Это я сделал так, чтобы два человека расстались навсегда. Вот это отворот. Вот с этим мужчиной вот так вот делается. Вот эта кукла на приворот. Видите, они отличаются. Даже визуально они совсем разные. В каждую работу куклы разные. И делаются они по-разному. Разные составляющие. По-разному делаются. Во многих работах применяется кровь. Во многих работах применяется кровь. Если нету крови человека, да, и работа заказывается дистанционно, то используется кровь животных. Вот. Так что прежде всего, перед тем, как что-то сделать, подумайте. Всегда есть выход, не делая приворот, да, разрешить свой любовный треугольник или просто обыкновенную свою жизненную ситуацию. Если вам 30-35 лет, вы не можете найти свою вторую половинку, у вас никогда не было долгих отношений, не надо цепляться за первого встречного. Достаточно сделать любовную привязку, просто чтобы... Есть специальная любовная привязка, чтобы мужчины или женщины притягивались к вам, и у вас начинался какой-то первый контакт, а дальше вы уже смогли спокойно найти своего спутника. То есть есть специальный такой заговор на привлечение партнера. Он делается и на мужчин, и на женщин. Например, человек не может в 30-35 лет найти жену, или девушка не может найти мужа. Они делают такой заговор. И большинство женщин и мужчин, которые делали, они очень быстро находили, в течение года находили своего партнера и жили счастливо. Мой вам совет, если у вас были долгие, длительные отношения, ничем хорошим они сейчас не закончились, они настолько сложные, что вы сами от них устали, тогда нет смысла делать какой-либо приворот, а лучше сделать просто заговор на привлечение партнера, и вы очень просто найдете любимого себе человека. Значит, даю слово тебе. Ну, что еще тут добавить? Приворот, дело вы делаете, а вот у нас вопрос появился. Вы делаете жертвоприношения для ритуалов? Да, в тех или иных случаях делаю. Все зависит, опять же, от работы. Все зависит от той или иной работы. В некоторых случаях я делаю жертвоприношения, в некоторых не делаю. Жертвоприношение делается всего лишь в 20% случаев. Кровь берется, если человек приходит ко мне на прием, почти в 100% случаев для работы я беру кровь. Вот. Жертвоприношение – это в серьезных случаях, в серьезных заговорах делается жертвоприношение. На жертвоприношение используется курица обычно. Какие еще вопросы у кого есть? Значит, у меня был такой вот вопрос, который беспокоит большинство людей.
После приворота умрет ли человек или нет? Нет, он не умрет от приворота, он будет нормальным человеком, адекватным. Он будет сильно любить вас. То есть он будет совершенно нормальным человеком. Единственное, он просто будет очень сильно любить и дорожить вами. Вот результат приворота. Значит, многие спрашивают, часто задают вопрос, когда любовный треугольник, достаточно ли сделать только приворот и все? Ну, например, у вас жена, у нее есть, к примеру, да, любовник, вот, это какого? Достаточно ли сделать просто приворот? Нет, в данном случае недостаточно сделать приворот, потому что раз у жены появился кто-то другой, значит, она влюбилась. Значит, надо сначала сделать отворот, чтобы она разлюбила этого человека, а потом делать приворот. Также и наоборот. Если у вашего мужа появилась длительная, это и сейчас идет про длительную связь, у вашего мужа появилась длительная связь 2-3 года, человек, с которым он встречается, никак не может разойтись, он живет в семье, то надо сначала делать отворот, а потом приворот. Значит, это какой? Если же ситуация такая, что мужчина или женщина просто загуливают, погуливают, то в данном случае делается просто узда и приворот. Либо просто узда. Если сделать приворот мужчины к мужчине, он подействует, даже если он не гей. Значит, достаточно часто у меня бывает, доказывают люди нетрадиционной сексуальной ориентации приворот на мужчин, которые не геи, но, скажем так, подавали какой-то знак, да, людям нетрадиционной ориентации, вот, общались, то есть, ну, до секса не доходило. Да, такой приворот существует. Это достаточно сложно сделать, потому что сексуальных отношений не было. То есть это сложная, очень дорогая работа, сразу предупрежу, не дающая гарантий, что она получится. Да, такая работа делается, без каких-либо гарантий на то, что она получится. То есть провести такой обряд можно. Сработает он или нет, это уже вопрос второй. Леша? Ну, что еще сказать? У нас осталось пару минут. Мы планируем пока прямые эфиры делать по 1 часу, потому что за это время мы успеваем обсудить основные моменты и ответить на вопросы, которые задаются. Значит, еще вот хотел сказать еще многим людям, которые нас смотрят, значит, я вам скажу так, что стоит или не стоит, будет ли последствия на человека или не стоит или не стоит обращаться. Это решать вам, стоит или не стоит делать ту или иную работу. Прежде всего, будущее таковое, то есть оно не сформировалось на все 100%. То есть как будущее? Будущее сформировано всего на 50-60%, не более того. Но есть контрольные точки у любого человека, которые могут повернуть его жизнь полностью на 180 градусов. Грубо говоря, тот же приворот, то же магическое воздействие, она развернет вашу жизнь полностью. То есть это то, что не должно было случиться. Вот. Поэтому хорошо думайте о том, что вы делаете. Думайте, зачем вы делаете. И мир вашему дому, любовь – это самое главное чувство, ради чего люди живут. Вот. Ради любви борются, но главное, чтобы любовь была настоящая, а не просто желание денег или еще что-то. Сейчас в нашем меркантильном мире, к сожалению, люди прежде всего ценят деньги больше, чем любовь. Вот. Так что подумайте хорошо перед тем, как любое свое действие сделать, перед тем, как приворожить, перед тем, как сделать отворот.
это самые серьезные действия, которые могут полностью изменить вашу жизнь. Именно, то есть от тех контрольных точек, которые мы делаем, ваша жизнь может полностью поменяться. То, как должно было быть, это одна, скажем так, полоса событий. А то, что мы делаем, полностью разворачивает вашу полосу событий, и жизнь ваша идет совершенно в другом направлении. Ну, на этом мы заканчиваем. Ставьте лайки, пишите комментарии, если у вас появились вопросы, на которые мы не ответили, или на которые вы не получили ответа, мы будем отвечать позже под этим видео. Так что до новых встреч. До свидания. Спасибо, до свидания. Что были с нами. Всего хорошего. Это время на нас. До свидания. Пока. До свидания. Ну что, Леша?